Вечерняя Хиллари. Добрый вечер. В эфире программа «Вечерняя Хиллари». Со мной сегодня мои прекрасные соведущие Ирина Хакамада, бизнес-тренер и писатель, Светлана Сорокина, журналист, Алина Хорина, писатель и очень популярный блогер. И сегодня я бы хотела поговорить о том, можно ли развестись культурно. И я себе задавала этот вопрос очень много раз. И мне важно мнение моих соведущих. И, конечно же, важно мнение человека, который будет нашим гостем. Наш гость – это мужчина, который всю передачу слушает нас, сидит в темной-темной комнате и в конце выходит и говорит свое мнение. Думаю, что наш герой, который будет сегодня на нашей программе, наверное, прошел какой-то круг ада, связанный с разводом. А я буду ваша Хиллари, с вашего позволения. Итак, девочки, скажите мне, в России возможно развестись интеллигентно, культурно, как мы себе иногда это представляем? Или это априори невозможно? Учитывая опыт каждой, мне кажется, так как я навела справки и узнала случайно, что у каждой из вас в жизни был все-таки развод. Как это не печально. Ирочка, просто ты на предыдущей программе это озвучила, поэтому можно начать с тебя. Ну да, у меня было 3 развода. Я развелась культурно, по обоюдному согласию. А потом все дружили. Ну, как дружили? Все общались. Я помню, один раз на кухне собрались все 3 предыдущих мужей, пили водку и так далее. И, в общем-то, отношения приличные и после развода. Но я думаю, что в этом заслуга моя. Потому что я разводилась в тот момент, когда мое терпение уже закончилось. То есть я не на порыве чувств, да? Я пыталась выстроить до конца семью и прожила, скажем, очень долго. Но и человек тоже устал. То есть медленно, постепенно пришли к выводу, что уже что-то произошло необратимо. То есть ты без эмоций разводилась, да? Да. И ты уходила сама? Да, предлагала развестись? Да, я предпочитаю уходить первой. Почему? Тогда у женщин в мужском обществе больше комплексов. Если ты уходишь первой, четко угадывая тот момент, когда и партнер тоже уже к этому готов, тогда ты чувствуешь себя все равно победительницей. Скажи, пожалуйста, а вот отношения, то есть никто не делил имущество, все было по обоюдному согласию, интеллигентно? Ну, понимаешь, никто не делил имущество, потому что я всем все уступила. Первому мужу я отдала часть квартиры, я ее разменяла. Когда он ушел в чистую, то есть он сказал, мне ничего не надо. Но потом вернулся и говорит, я не могу, я вообще нищая, родители меня не приняли обратно. И я ему сделала квартиру. Со вторым у него все было, и я не взяла это на себя, на свою собственность. Третьему я все оставила, даже то, что он мне подарил. Я взяла серебряную ложечку и ушла ни с чем. Потом уже, когда у меня начались дикие трудности, я не могла купить квартиру, то есть мой 4-й муж имел денег, но недостаточно, и я к нему вернулась и попросила, говорю, помоги, я такая честная, красивая, ушла, дай немножко денег, потому что он должен же у меня когда-то быть свое пристанище. И он говорит, вообще ты первая ушла, поэтому не должен тебе ничего давать. Но поскольку, в общем, я тоже виноват в том, что ты ушла. Поэтому, ладно, он мне дал недостающую сумму, и так мы разбежались. Прекрасно. Ну, у меня Светлана. на самом деле довольно неинтересный опыт в этом смысле. Ну, в смысле, нет, у меня два практически такого расхождения. Но первый брак был студенческий, очень давний. Делить было абсолютно нечего, у нас не было никакого имущества и не было детей, поэтому это все было довольно просто. Во втором случае мы были уже взрослыми людьми, но мы жили уже в разных городах, по большому счету. Он в Питере, я в Москве, и он просто вернулся в Петербург, и мы с ним остались в хороших отношениях. Вот не далее, как, не знаю, там 2 дня назад я с ним встречалась, что делаю каждый раз, когда оказываюсь в Питере. И отношения остались лучше, чем были уже в финале наших отношений. Ну, у меня было 3 развода, и, к моему огромному сожалению, ни один из них не был благополучным. И не осталось практически никаких отношений, кроме среднего мужа, который женат сейчас на нашей общей подруге. Я с ней дружу, и дружу с ним как бы тоже, но из-за этого.
Мне кажется, что, в особенности в России, у развода есть три проблемы. Первая – это эмоциональная, когда все друг друга ненавидят, а Да. это какой-то такой, ну вот все равно ты будешь вспоминать, что где-то там вы поссорились, а там он что-то сказал, потому что это облегчает разрыв. Вторая – это то, какие законы подкрепляют развод, в смысле дележа, алиментов, детей и так далее. И третье – это насколько этот закон соблюдается. Вот у нас соблюдение закона вообще практически отсутствует, и очень неопределенная законодательная база. То есть это значит, что если люди при разводе ненавидят друг друга, что логично, оно может рассосаться через какое-то время, когда вот это облако, да, рассеется, то абсолютнейший вот разнобой, никакой конкретики, это все начинает сводить людей с ума еще больше. Да? Вообще, это русский развод. Да, Арина, Кошмар. это мы еще поговорим. Я ужасно хочу услышать Яну. Да, но Потому на что самом мне деле... Подводила к Яне. Да, на самом деле, ну, мой пример, это, конечно, очень сложная история, да, у меня был, ну, в отличие от вас, у тебя там 2-3, у меня был один, но зато какой. Вот. И на самом деле, когда женщина уходит, да, а мужчина в это не верит и хочет, мне кажется, ее удержать как-то, он идет как-то двумя путями. Сначала он там осмысливает, почему это происходит, пытается ее вернуть, когда она говорит, что нет, я не вернусь. То есть, как в моем случае, я сказала сразу, что не может быть, ну, никакого возврата, что я там, ну, все, я приняла решение, я не могу. Вот, причем, так как я уходила, мы были в законном браке 7 лет, то я сама предложила, чтобы я не претендовала на огромную часть имущества моего бывшего супруга Виктора Николаевича, который обладал на тот момент огромным состоянием. Я сказала, давай, слушай, мы подпишем с тобой вот за месяц до развода брачный контракт. Так как я сама ухожу, я попросила только тот бизнес, которым я владела в городе Сочи, и энную сумму денег. Что мне было сказано? Конечно, но ты же могла претендовать на половину, когда уже понятно было, что я точно приняла решение. Виктор Николаевич сказал, давай, конечно, подпишем этот брачный договор. Одна справка. На развод с Яной подал я, и развели меня по моему заявлению. Это вопрос о том, кто от кого уходил. Да? В итоге брачный договор был, значит, был исполнительный лист на брачный договор, но я в итоге ничего не получила. Если бы это было, например, в какой-то другой стране, то брачный контракт бы, он моментально бы стал действовать. У нас нужно было в суде, собственно говоря, утвердить брачный договор, чтобы у меня был исполнительный лист и так далее и тому подобное. Это все растянулось на долгие годы. Когда я его получила, Виктора Николаевича, собственно говоря, уже денег и не было. В принципе, Яна по брачному контракту получила бы все, если бы дождалась, когда развод вступит в законную силу. Она, к сожалению, до вступления в законную силу оспорила брачный контракт. А то, что касается детей, то вообще в совокупности всего, я посчитала специально перед программой, мы прошли с ним 221 развод. Суд. Сори, 221? Да. Вместе с Виктором Как это Николаевичем вообще реально? с Виктором Николаевичем мы их адвокаты любят это, я уверена. 221 суд. Да, во-первых, наши адвокаты обогатились, я вам могу сказать, по полной. Бизнес хороший, особенно да? у Виктора Николаевича, я думаю, что те адвокаты, которые были у него, они просто, ты поговоришь про какие-то квартиры, там, я уже думаю, яхты были. Так вот. Ух ты! Да, и что было, происходило? Я хочу сказать, что это недобросовестное отношение адвокатов, которые нас, вместо того, чтобы заниматься миротворческой деятельностью и постараться нас помирить, и как-то помирить именно в человеческом плане, да, начать с переговоров и так далее и тому подобное, они, наоборот, нас ссорили, настраивали против, придумывали схемы, как историю. меня там уничтожить, завалить, унизить в прессе и везде, после чего я там отмывалась долгие годы. Вот. И, естественно, настраивали, чтобы мне не давали детей. Я думаю, искренне думаю, что в наших проблемах именно... Понятно, что Виктор Николаевич был очень обижен на меня, да? Но мне кажется, что вот эта адвокатская шайка, которая действительно... Напали на богатого клиента. Напали да. на богатого клиента, она просто его разводила на эти суды. То есть он даже мог подать какие-то безумные, смешные иски, чтобы только я приходила в эти суды. Например, Виктор Николаевич меня судил за пощечину. То есть он меня судил за пощечину, я ему дала пощечину, и на меня, значит,
подали, значит, иск в суд за то, что я дала пощечину. То есть, и так как я дала 2 пощечины, то это уже считается ударом. Ударом. То есть это были удары, и меня могли осудить первую женщину в Первую истории, же. У нас мужиков-то не осуждают, бьют смертным боем. которые осудили за то, что она побила своего мужчину, мужа бывшего пощечины. На самом деле ее осудили. Она официально принесла извинения, и я, так сказать, ее простил в суде. Так, если уж на то пошло. И самое главное, что, конечно, больше всего, наверное, потрясло общественность, это то, что Виктор Николаевич, при том, что были выиграны суды и был... По детям. Да, по детям, что в исполнительном листе было сказано, что отобрать у отца и передать матери, он уехал в Калмыкию, соответственно, детей от меня скрывал. Ну, я периодически там прорывалась, но так как Виктор Николаевич в прошлом был вице-премьер Калмыкии. Не надо грязи. Я был представителем правительства, а не вице. То, естественно, у Виктора Николаевича было все схвачено, все его любили в Калмыкии, собственно говоря. Я там была, в общем, врагом номер 1. Поэтому мне никто там не помогал. А московские судебные приставы сказали, что они разбираются только в Москве. И они могут лишь позвонить судебным приставам в Калмыкию и попросить их передать детей, что они сделали, на что были посланы далеко и надолго. На самом деле все еще проще. Судебный пристав не может у родного отца отнять детей насильно. Для этого они должны спросить у них согласие. Поэтому они пришли, спросили, вы что, не, мы будем жить здесь, и все. И по закону, даже при наличии судебного решения, детей отнять они не могут. А я думаю, что это все бы продолжалось, и продолжалось, и продолжалось, пока не случилось, я считаю, страшная вещь в жизни любого человека. Виктора Николаевича арестовали, и он... И только после этого ты получила Да, детей? и мне, да, и я забрала своих детей, один у меня ребенок усыновленный, я оформила опеку на него, вот, и совсем недавно, вот буквально мы не видели его 4 года и 5 месяцев, Виктора Николаевича освободили, и мы сейчас в очень хороших отношениях. То есть мы... как это возможно? Вот это вообще невозможно. 220 судов. Ну, не знаю, возможно, ну, то есть какая у нас была война, я не знаю, это, может быть, только у Слуцкеров такая была война, как у нас. А как вы пришли к какому-то более-менее приличному... Тюрьма. Человек понял, Во-первых, Виктор Николаевич очень изменился. Во-вторых, изменилась очень я. Я просто проанализировала, прокрутила пленку назад и поняла, что как жалко, что не было как такого человека влиятельного, как из старшего товарища, который бы мог посадить, вот сказать, вот прям за шкирку одного взять и другого, сказать, ребят, что вы делаете? И выгнать адвоката. Да, выгнать этих адвокатов, сказать, что вы делаете, что вы делаете. Вы прежде всего подумайте о своих репутациях, о своих детях, да, а вообще, в конце концов, о том, что вы можете договориться. Да. Вот о том, о чем я говорю, что в моей ситуации, вот это, я сейчас осознаю, насколько важна эта культура развода. Вообще, конечно, вот когда все это делается в угаре... Весь разговор о разводе. А разговор должен идти о браке, да? О семье. И когда это ужасно, идет... я этого избегаю. Вот всегда. это вот накручивание на одну болячку сдирают и новую, это, конечно, это очень самая жуткая история. Страшно. Конечно, если бы это было как в Америке, да, вот, допустим, пока ты не договоришься со своим супругом, ребенок будет находиться в специальном месте. Некого такого. Вы не знали об этом? Нет. Да. Знаю. Пока вы не договариваетесь, ребенок изолируется. И вот пока вы не подпишете соглашение... Понятно, что подписывают Нет, очень тяжелых быстро. таких во всяком случае, в нормальные очень люди. тяжелых случаях родители должны определить порядок общения с детьми, где проживают дети. Вот если вдруг, нарушили, не дал вовремя ребенка, допустим, Да, они технологичны, он пишет заявление, моментально ребенок изымается, помещается в специальный интернат, и пока они не договорятся... Или в приемную семью. Или в приемную Статус ведь семью. есть и решение суда на 20 метров не подходить к Да, детскому садику. Да, не дай может, бог, ты там подойдешь к этому. Да, это правда. Вот. Тебя лишат прав. И тут. вот поэтому сейчас вопрос о чем? О том, что вот мы все 4 женщины, да, у каждой у нас своя судьба, но у каждой из нас есть в нашей жизни развод. Это потому что мы такие сильные,
Ну так сошлось. Или почему, подожди, мы Нам не не могли лень. Ну, найти так сошлось. компромисс? Вот почему? Нет, ну слушай, я, по крайней мере, человек точно не воцерковленный и вообще не религиозный, поэтому для меня вообще нет никакого вопроса по поводу того, сколько у меня там было разводов, сколько будет дальше, потому что люди сходятся, разводятся, иногда они где-то от какого-то безумия женятся. Иногда этому есть причины, дети или недвижимость, иногда нет, но так как-то процесс так происходит. Ну окей, а как вы относитесь к такому выражению, что чтобы узнать мужчину, нужно с ним развестись? Ну, наверное. Ну, ты знаешь, мне, честно Во всяком говоря- случае, мне кажется, у Яны эта истина выстрадана. Не, ну В на самом... определенном смысле, да. Не, ну хорошо, Но- но тогда что-то нужно подстраховываться, подписывать брачный контракт тоже не Нет, не вариант. это не панацея, абсолютно, мне кажется, нет. Но развестись, мне кажется, всяко бывает. Вообще, у нас такая тема, она настолько распадается на какие-то индивидуальные истории и на, Ну, понимаешь, индивидуальная на опыт история- каждого. Сорокина без комментариев, да? Вот. С красотой ничего нельзя сделать. Сколько, ну да, то есть практически 25 лет она не меняется. Ну, естественно... И на конкретных людей, которые участвуют в этом Развод, как процессе. и любовь, да? Да, Слушай, ну, у нас у всех так или иначе, Немножко ну, по танец, крайней мере, немножко война. опыт достаточно позитивный, в том смысле, что там тебя никто не грабил, ты в итоге как-то благополучно развелась, из тяжелейшей ситуации вышла, а многие не Я выходят. неблагополучно. Слушай, по сравнению с людьми, которые оказываются, бывают же такие, которые выкидывают на улицу, или бывают, наоборот, женщины, которые не дают категорически мужчине общаться с детьми, и хоть там 400 постановлений суда, она пришел, а ее якобы дома нет, пришел, дома нет, да? То есть это на самом деле Есть огромная еще проблема, отдельная которая... тема алиментная, когда женщине реально не на что жить, а за алиментами хоть с приставами, хоть с собаками бегать. Да, там Правда? бывают такие И знаете, случаи, вот когда когда и не деньги с чего. все серые. Ты И вообще серые. их поймать Когда не с чего можешь. взять. Или когда не работает и не с чего взять. Сколько говорим про создание этого алиментного фонда для того, чтобы, по крайней мере, что-то Да. женщина могла на детей получать. Ну Бывает да. же ситуация просто обвальная. Это отдельная история. Да, и меня просто, понимаете, меня поражает, что люди, которые адекватно ведут себя по отношению к своим супругам, без разницы, какого они пола, в какой-то момент вдруг они не то чтобы становятся другим человеком, они становятся, превращаются в какое-то иноземное существо, потому что как можно, например, выкидывать человека, зная, что человек нет Арина, это средств. сложная история. Да. Это уже Знаете, психология. девочки, Ну, понимаешь, я мне хочу кажется, что сказать, после я этого- вас слушаю. Вот смотрите, вот я все время пытаюсь подняться над всеми ситуациями. Мне кажется, когда берем самодостаточных женщин, да, не берем несчастных, бедных, нищих домашних хозяек, и зрители у нас из другой сферы. Когда мы выходим замуж, мы выходим по любви. Да? Самодостаточная женщина готова на серьезные отношения, когда у нее серьезная любовь. То есть не самодостаточная может выйти по расчету. Самодостаточная женщина всегда сама заработает. То понятно, что у нас в голове три модели. Одна модель – это, грубо говоря, жена-деспот. То есть я зарабатываю, я хозяйка в доме, и ты должен, да, вот на вторых ролях. Ты можешь делать все, что угодно, но я вот главное, ты мне обслуживаешь. Это в подсознании, особенно у деловых женщин, часто бесит А страшно. мужу еще надо вынести фразу «смотрите, муж Хакамады идет». Да, а мужу еще в моем случае надо вынести, да, его же друзья все предупреждали, что, говорит, ты что, озверел, ты на всю жизнь станешь мужем Хакамады. Значит, вторая модель – это женщина потенциальная жертва. Она может сама зарабатывать деньги, она может быть очень успешная, но она унаследовала, может быть, от матери, может быть, от родителей, не знаю. Но она потенциальная жертва, ее можно вот довести до состояния, когда она сломается, а на сильных женщинах сильно проверяют. И, наконец, есть женщина, будущий партнер, друг. То есть женщина, которая выходит замуж по любви, но, в принципе, понимает, что есть разные стадии, и потом она готова даже простить измены и все далее. Но если это люди, которым интересно друг с другом, Ну, понятно. которым есть... Идеальная Вот я, в принципе, я партнер. И как это ни странно, Свет, это помогает мне выходить замуж. Мужики это спиной чувствуют. Но со временем расслабление такое. Она друг, она партнер, и поможет, и заработает. Даже если я что-то нагрешила, она простит и так далее. К этому так привыкают, что даже забывают, что тебя нужно носить на руках. Дарить цветы. Нет, цветы всегда. Да?
вот носить на руках не в прямом смысле, а в прямом. понятно. Ты можешь быть абсолютно без сил, слабый. Ты хочешь быть просто женщиной, которой нужно устроить праздник. Итак, мы должны пригласить в студию нашего гостя. Он скажет нам что-то интересное и, возможно, вообще полностью опровергнет наши теории. Да, Да? может, мы не правы. Вечерняя Хиллари. В эфире «Вечерняя Хиллари». И в роли Хиллари сегодня я. Ну и, наконец-то, наступил момент истины, когда мы ждем нашего героя, который сейчас появится и расскажет нам свое мнение по поводу того, могут ли быть в России культурные разводы. Ян, сколько у нас получилось разводов? Мы посчитали, девочки, 9 разводов на 4 у нас. Ужас. Отстаешь. Ужас. Мне за тебя стыдно. Вы, между прочим, лидеры, у вас по 3, а мы лидеры, да. аутсайдеры. Да, мы будем рукопожатные для понятно кого. Кто же это? Ой, да ни хрена себе, а. Дайте справа. Сюрприз. Да, вот Ян, это ну подстава. это подстава конкретная. Прямо вот. Нет, понимаете, Представьте, сначала представьте. Да, представьтесь. Пожалуйста. да, здесь... Можно сидя. Представьте, да. Батурин Виктор Николаевич, насчет представьтесь, я помню, как в Краснодаре один раз мы зашли на концерт, меня Кобзон пригласил, и его милиционер попросил предъявить паспорт, понимаете. Кобзона? Да, он удивился. Но, тем не менее, показал, как подарки заявляют. Виктор, вы не Кобзон, да? Для тех, кто не я знает, просто слов. господин Батурин – бывший муж Яны. Вот те Рудковской, самые про которую как 220 раз и шла судов. речь, собственно Тот говоря. самый Да, вас муж, объединяет про которого- 220 Вы же судов. слышали эфир? Да, я вот в роли Ну и как подглядываю вам? еще, ну, не могу сказать, что первый раз, но давно, да, в этой роли не был. Как вам рассказ Яны? И Все вот- правда? Или у вас есть свои? Не, я вот наблюдал там за вашей женской половиной и понял вот великую мусульманскую истину, что гарем для султана – это небольшие права, это огромные обязанности. Да, Поэтому то, что у нас моногамная семья – это большое счастье для русских мужчин. Да? Я думаю, из-за этого Да. они еще и сохранились в каком-то количестве. Да. Виктор Николаевич, ну все правда, что рассказывала Яна? Ну, понимаете, вот искать правду в разводе, мне кажется, это бессмысленное совершенно занятие. Потому что правда в разводе, она у каждого своя. И каждый ее, наверное, может как-то Но я сделала обосновать. определенный вывод. Понимаете, там, ну, если придираться там, к каким-то словам, еще чего, что сейчас уже не имеет смысла, да, там, например, там, кто от кого ушел, кто кого подал, это бессмысленно. Хотя формально нас развели по моему заявлению, да? Так, формально. Хорошо. Но это опять не имеет никакого смысла, потому что, ну, во-первых, уже прошло время, да? Во-вторых, вот та правда, она, ну, например, если брать мою позицию, да, у меня там 2 сыновей, там 2 дочерей, там дети. И вот в той позиции, когда, в общем-то, ну, такой удар получился немножко, ну, неожиданный для меня, скажем так. Я не планировал его и не ожидал, да. То есть само предложение... Ну, сам вот факт, да, того, что произошло. Не предложение, это я не касаюсь. Я вот сам факт, да, когда вот это произошло, это стало известно, да, для меня вот этот сам факт, он был неожиданным. Да, то есть я не подглядывал никогда за своей женой, там, не следил и полностью То есть было доверял. неожиданно? Ну, было всё-таки неожиданно, да. И у меня в ту ситуацию была четкая для меня задача, которую я считаю, что и сейчас я, наверное, так же бы себя вел, там, если не считать нюансы, в качестве что за конечной задача? цели. Какая задача? Но задачу в той ситуации, вот я для себя считал, что для меня, а больше для детей, да, я должен был в этой ситуации победить, да, потому Ну, то что есть я отобрать весь бизнес не и всех виноват. детей? Не, ну, я про Нет, бизнес а не буду победить, говорить, в смысле, насколько вы сохранить понимаете, Яна не семью? бедствует, да, и Сохранить семью? алименты с меня не требует. Виктор. Да, поэтому она нормально обеспеченный Да, человек. остановимся на Поэтому детях давайте не просто. будем вдаваться в меркантильные Победить вещи. – это сохранить А победить семью. – это доказать прежде всего самому себе, и в будущем это пригодится детям, да, что в этой ситуации я, в общем-то, не виноват. Я ее не спровоцировал. И в этой ситуации я не должен ничего в своей жизни менять, да, в том числе возможность воспитывать детей и так далее. В общем-то, так все это и начиналось. Все же начиналось мирно, да. Война началась, так сказать, потом из-за имущества, и дети, так сказать,
денег только из-за этого. стали, в общем-то, в какой-то степени разменной монетой, да. И в том смысле, вот у меня была задача, да, я должен поставить какую-то победную точку, довести это до какого-то логического конца и доказать, прежде всего, самому себе, что в нашем обществе можно, да, сделать так, что пусть он отец, а не мать и так далее, но у него, в общем-то, хотя бы такие же права, как у женщины. Послушайте. Чем это и закончилось? В результате я все суды выиграл, мы подписали мировое соглашение, получили статус-кво, дети по соглашению получили проживание по обоюдному согласию, там конфликт был исчерпан, мы сказали, что не имеем претензий, началось там нормальное общение с детьми и со всем, ну, потом случилась там моя коллизия с моей посадкой, да. Она уже просто к тому спору, ну, Вопрос. не имеет Смотрите, отношения. 220 судов. Это если бы было 2 суда или даже 10, это еще можно было бы считать нормальной ситуацией. Но 220 судов. Те же дети в процессе этих ваших разбирательств, Светлана, на мой вы, взгляд, если на вас пострадают. подают в суд, вы же не можете от этого отказаться. Не-не-не. Ну, дети, Подождите, На вас подождите. подают в суд, вы страны. У меня обязаны есть ходить. вопросы. Можно Если про детей речь, но Я дети же все-таки страдали. модератор, да, я конечно. все-таки Хиллари. Ну вот, Виктор Николаевич, так уже по-честному, как обещал, так и сделал. Достанутся по имуществу ослиные уши. Но только уши и достались. Ну согласись. Не, ну при чем здесь я обеспеченный подождите, человек? Ну подождите, это же Ян трудом моим Вы, достигнуто. вот я просто не Так, хочу это на суд Сейчас выносить. такому но, становится горячее. Ян Александровна, это же был ваш выбор. Не, ну это понятно. Был ваш То есть выбор. уходи голая. Нет, выбор как был это? такой. Или забрать, раза сказал, забрать брачный не жена. контракт, или попробовать Нет, знаете, получить половину. Виктор. Был выбор, брачного контракта мало, нужно половину. Отсюда все суды. Если уж говорить правду, как это случилось. Если бы Яна дождалась, когда развод вступил в законную силу, она автоматически получала все по Хорошо, брачному знаете контракту. что? Вы прекрасно это понимаете. Нет. Никакого исполнительного листа для этого не надо. Исходя из вашего... Она его оспорила перед этим и начала Исходя из судиться за вашего, полным Виктор, исходя из вашего, мы же не будем здесь устраивать второе судебное Ну да. заседание. Исходя из вашего личного 222. опыта, вы, наверное, за то, чтобы все-таки разводы были культурными и происходили быстрее. Я за то, чтобы вот слово культура и развод не смешивать, да? А-а. Потому что культура, ну, в нормальном государстве, если мы в нем живем, она разводов, ну, не подразумевает. То есть идеальное государство Почему вы это так государство думаете? без Такого не разводов. бывает. Нет, в смысле, Виктор, простите. Ну, это а потому что государство, там, не знаю, как говорил Аристотель, это интеллигия семьи, то есть развитие. То есть, отрицая семью, вы отрицаете государство. Поэтому вы посмотрите, что лежит в основе. А что нет делать семьи, тогда? нет государства. Поэтому тема семьи, она Витя. обязательна, если мы хотим что-то А выстроить. вы были Виктор. женаты до Яны? У вас первый брак? Не, на Яне третий. Ну так как, то есть вы сами эту культуру никаким образом не поддерживаете, получается? А для женщин она должна Дело в том, что мы, как сказать, живем в государстве, где женщина и мужчина обладают равными правами. Если женщина подает на вас на развод, то вы что? Смотрите, у меня драться? один- Что, у меня да, очень так важный вопрос, случилось, что Виктор. мои Да. жены, да, со мной разводились. Ну, хорошо. Ну и... Значит, здесь есть последовательность, понимаете? Раз. Но, смотрите, на самом деле Конечно. вопрос по-настоящему Конечно, важный, и он не последовательно. личный. Женщина, Сейчас. женщине, конечно, проще работать в офисе, да, или быть писательницей, Петя, у нас блогером, детей. чем рожать, допустим, по 5-7 Да, окей, но здесь детей. уже, Это да, сложнее, у нас конечно. женщин Поэтому проще больше. развестись, У нас чем женщин. создавать большую семью. У нас женщин больше, Можно чем я задам мужчин. вопрос, пожалуйста? Это Статистически по обращению ко женщине всем. не гарантирована семья при отсутствии разводов. На 10 миллионов человек. Так, можно, пожалуйста, я задам свой несчастный Я- вопрос? Да. Вот вы, когда говорили про развод, про детей, про свою причину, я, с одной стороны, понимаю, что если вы видели эту семью как семью, там, не знаю, до конца дней, что будете с этой женщиной, с детьми вашими, общими и отдельными. Но при этом вы сказали, что я для себя хотел сохранить ту жизнь, Ту какой она жизнь, была. которую- Но вот вы поставили перед фактом. От вас ушла жена, допустим, вас это очень расстроило. Но есть же еще интерес детей, которые любят мать и должны ее получать. Ну, и как бы вы наказывали я не еще ее... просто уточняю. На Да. тот период принял решение развестись я. Но де-факто, конечно, ситуация эта сложилась. потому Хорошо, что неважно, вы сказали про вину. Яна вот А дети приняла в чем какое-то решение. виноваты? Вот Если я про они, то же. В чем они же дети нуждаются в виноваты? матери. Ни в чем. Ну, Тогда почему вы их было- лишали матери? надо было Вот меня этот похищать вопрос детей, не интересует. давать вот видеть. слово Вы сказали лишали про свой матери, комфорт. Снова лишали матери, это вот как, в чем заключается? Слушайте, ну я вас только что процитировала. вы увезли в Калмыкию Да. здесь Нет, подожди, детей. нет, секундочку. Вот, Нет, я только цитирую Виктора. Не будем сейчас обращаться к словам вы Яны. опять приходите к следствию, а не к причине. Нет, я про ваши слова. Изначально
изначально, да, у нас, если говорить мою ситуацию, еще до суда у нас имелся документ, связанный с местом проживания детей и с брачным контрактом. И, ну, не моя вина, что этот документ был оспорен. Я не буду вдаваться в причины, там, почему, там там, они хотелось описали. больше, Ладно, хотелось хорошо. меньше. Но факт вот остается фактом, да. Вот меня эта ситуация полностью устраивала, да. Мы оба со слезами приходили к этому документу до суда. то есть это будет- И мы Значит, должны вопрос были такой. через несколько дней мирно, вот как Ира говорит, культурно, да, развестись. И мой адвокат приходит и говорит, которая должна была это все сделать, даже без нашего присутствия, потому что у одного адвоката было 2 доверенности. Она говорит, Виктор Николаевич, знаете, она отозвала у меня доверенность, взяла другого адвоката, и они будут, так сказать, воевать, потому что ей внушили мысль, что вы ее Я уже обманули. То есть примерно правила понимаю, менялись что 50 во время судов игры. было. Меня обманули. А Ну, началась, так сказать, война, да, ну... До момента была договоренность, когда, во-первых, когда я разводилась с Виктором Николаевичем, вообще от него ушла, я вообще ему свято верила. Верила ему как мужчине. То есть я знала, что если он сказал, он должен был сделать. То есть... Ну, про детей было договор? Да, потому что когда я уходила в никуда. У меня не было ни квартиры. Ну, ты согласен со мной? Там совершенно нормальный, там Не, ну я выходила никакой в никуда. То есть дискриминации, там совершенно нормальный уходила документ. в никуда. Извините, я Его перебью. на съемную Я вообще квартиру, считал, на что вот эта съемную. пена уйдет, да, С все чего у вас как-то тогда возник этот устроится, конфликт шум вообще по утихнет, поводу детей? и все станет само собой, да, дети будут сами как передвигаться, делаться. Это не то, могут что дети какая у сами меня идеальная передвигаться, была когда им цель. 4-5 лет. Но, к сожалению, да, вот случилось, как случилось. А вот как вы думаете, вот то, что случилось, как случилось, в этом адвокаты виноваты? Вот вы нас слушали, вы были согласны? Знаете, вот я вот когда... вот, Что они вас подогревали, чтобы вытягивать из вас деньги. подглядывал, да, вы с таким упоением рассказывали про ваши разводы, да, а я вот, ну, не могу сказать, что я человек там, да, там, высоконравственный, да, там, я стараюсь, конечно, быть, но как человек самокритичный, да, должен говорить, что у меня много, да, грешного в душе. Ну, и я все равно этого всегда стыжусь, да, вот этих вот разводов, это как бы, какие бы они ни были. А вы с таким упоением в этом рассказывали, и я вдруг, мне такая пришла мысль, что вот развод, да, это приговор, да, вот какие грехи семья накопила, да, такой развод, Конечно, какой виноваты развод, оба, да. какая по тяжести преступления, да, в семье Вообще найти совершено. свою вторую. Такой приговор, понимаете, по разводу. Поэтому я думаю, что Половинку все слова. разводы, это, да, это вот За грехи эволюция наши. прошлой семьи, да, значит, что-то внутри было, да, вот это вот чернильное, Согласна. которое потом вылилось вот в этом разводе. И из себя я, Согласна. Адвокаты так сказать, тут ни при эту чем. червивость тоже, в общем-то, не снимаю. Это да. накопилось в семье. Адвокаты, как вам сказать, адвокат, он в чем-то психолог, да, то есть он смотрит, на что готов клиент, Да, и и на то его и разводит, это Виктор нормально. Николаевич, что бы вы сегодня сделали по-другому, если бы не... Вот, можно было отмотать пленку назад? Мой вопрос, представляешь, Да? считаешь? Вот, Светлана, у меня времени много было подумать, да? Вот вопрос. И я пришел к такой парадоксальной мысли, но она просто давалась самому себе, поэтому человек самому себе не обманывает. И я с удивлением для себя понял, что я бы ничего в своей жизни менять не стал. Даже вот эти 220 судов бы оставил? Ну, это часто, это форма, понимаете? Я беру содержание, да, это просто вылилось в такую форму, понимаете? Всю эту форму вы бы оставили? Не, ну форма, наверное, могла бы быть другой, да. Я говорю про внутреннее содержание того, что произошло, да. Того, что, понимаете, мне хотелось создать эту большую семью. Того, что, так сказать, у меня там в связи, там, в том числе, там, связанные с абортами и другими, там, не удавалось этого делать, да. В связи с чем, что я там с этим мирился, пытался снова и снова, да. В результате получилось много чего, там, и тюрьма моя, и все такое. Но есть 4 детей, да, которыми я вполне естественно могу гордиться, и которые на меня не плюют, не обзывают, не говорят про меня нехорошие слова. И, в общем-то, они хорошие люди, да, и они Да не вырастут, про они это. разберутся. Да не И про слава это Богу, вопрос, что... не про это. Вот за 4 года. Кто их воспитывал? Тоже же надо понимать. Воспитывали в
в уважении к отцу, хотя мы расстались... Ян, конечно, это совместный продукт, да, никто об этом не И говорит. ничего бы Я не говорю о поменялось. том, что, слава богу, Как-то плохо что думал дети, в они, тюрьме. получается, Ну, плохо умнее думал нас, в да, тюрьме. они разобрались, они не сделали никого врагом, да. Это, кстати, заслуга Яны, если на то пошло. Потому что она могла накручивать эти 4 года во всю Это Ивановскую. безусловно. А я Конечно. наоборот говорила всегда, А она наоборот что с сочувствием абсолютно. и И я, кстати, хочу Хорошо, что возразить... история Я хочу знает возразить Виктору сослагательного Николаевичу. наклонения, и мы не можем сейчас оценить, что бы было, если бы Яна начала А сколько- накручивать. сколько в Поэтому это тюрьме? ваша гипотеза, Светлана. Да? Может быть, было совсем наоборот, если бы она начала их накручивать. Сколько вы в тоже тюрьме согласна провели скорее. времени? 4 года с небольшим. 4 года, да? Общего режима? Или строгого? Если 2 года я сидел практически в одиночке, а 2 года, в общем-то, более-менее, потому что в родной Калмыкии. Что-то вас В миролюбивее. среднем можно сказать, что общий режим. Что-то вас это какие-то размышления в тюрьме миролюбивее это не сделали. В смысле, а Ну почему? ладно Мне так не тебе, кажется. Свет, А ну мне- ладно. в чем не, я говорю о том, что я просто в своей жизни не стал бы ничего менять, да? А почему надо менять-то? А вот я бы и поменяла. Ирина тоже ничего, А я я бы думаю, не стал поменяла. менять. В своей Да. жизни? Ну, точно бы я развелась бы и вышла замуж Понимаете? точно так Ну, а же. почему надо менять? Да, ведь в конце концов Просто мы есть же все это какие-то- делали сознательно и о чем-то думали, когда делали. Есть какие-то такие длинные куски кошмара, как мне кажется, Конечно, безусловно. которые даже мы все наблюдали. Я Что, по очень- идее, Я очень сожалею, это же что от не меня могла. мало чего зависело, да? в Ребят, той не ситуации. забывайте, что пресса пишет не Это же мало о всегда чем... то, что есть. Там От сложнее. меня мало что зависело в той ситуации, да. Была, как правильно говорят, там борьба адвокатов, да. Люди боролись за конкретные деньги. Конечно, они В разогревали, общем-то, Яна они права. их, в общем-то, получали. И вот машина так устроена, И с той, с другой судебная, что стороны. ее разогнав, ее очень трудно остановить, эту машину. И, кстати, вот она закончилась, да, только после того, что это дошло вообще до такого маразма, да, что все вместо получения денег могли остаться в огромных взаимных долгах, да, вот такая смешная ситуация. Закрутила И вот в этот воронку. момент, да, вот там был такой суд один неприятный, да, там вот перед этим самым судом, я могу сказать, Яна молодец совершенно, нашла, позвонила, говорит, давай прекратим. Я говорю, я не против. Мы пришли, за один день все прекратили. И получается, что, знаете, как в том похабном анекдоте, да, когда 2 золотоискателя, да, там друг другу там продавали Да, за да, нехорошее да, дело да, да. золото, да, там, а потом, когда приехали, говорят, тебе не кажется, что мы бесплатно съели по куче дерьма? Да, Вот точно. примерно то же самое получилось и здесь. Понимаете? Виктор, а почему И у вот вас если это, знаете, как математика, вот если бы это было сократить, то получился бы, как видите, культурный развод. Культурный развод. Но, к сожалению, это нельзя выбросить, да, из истории, А из ТВ и самобичеванием из всего заниматься остального. в тюрьме не хочется. А вот самобичеванием тоже не хочется заниматься. И так тяжело. А скажите, пожалуйста, вот сейчас вы дружите реально? Вот все у вас возникли дружеские теплые чувства? Вы все друг другу простили? Вот, Ирин, да я, в общем-то, ничего в вину ей особо и не вменял. Это ее, в общем-то, выбор, да. Я в какой-то мере защищался. И мне вот хотелось, да, в этой ситуации доказать прежде самому себе, что это правильно, да. Вот не должен человек при этом, так сказать, вот как-то Ну ладно, попав в такую подожди. ситуацию, еще и за все быть, Это во просто. всем быть виноватым. Сейчас на чем базируется... Ну, сейчас, смотрите, дети выросли. Дети. Дети выросли. Они в таком возрасте, что А сейчас подростки родители у них уже не на первом месте, согласитесь. Они подростки. Да, но они очень симпатичные. Да, хорошие. у них через какое-то время опять наступит период, когда на первое место выйдут родители. Да? Вот к этому периоду надо готовиться. Ты представляешь, все время мужское мышление. Ты тоже своим детям пожелаешь такой же посыл дашь? Нету культурных разводов, да? Потому что развод вообще неприемлем. Хоть умирай от тоски, но ты будешь жить Вот, в одном знаешь, браке. Лен, вот я, так сказать, в прошлой жизни, надеюсь, в общем-то, занимался серьезной изобретательской деятельностью. У меня много изобретений и так далее. И вот в изобретательстве есть такая теория, да, изобретательская. Вот в основе любого изобретения лежит идея, да, то есть идеальный конечный результат. Вот этот идеальный конечный результат, что вот мы закрыли глаза, оказались в Париже, да, вот транспортная система, есть он идеальная. должен светить То есть в ее конце достичь туннеля. никогда невозможно, да, Но невозможно. стремиться надо. Но
Но чтобы стремиться, нужно постоянно выстроить систему, выявить какие-то противоречия, которые мешают, да, и постоянно эти противоречия устранять. Молодец. И в качестве семьи, наверное, тоже детей нужно учить тому, что в идеале, конечно. Это должны делать оба, и муж, и жена. Да, большая семья, много детей, все вместе. Даже если, когда выросли, все живут на каком-то расстоянии, где можно общаться, какое-то другое средство общения. Но в идеале, да, вот эта связь времен, наверное, должна быть. Поэтому я еще раз повторюсь, ну, без этого государства, наверное, очень трудно как-то строить. То есть у тебя более мягкая модель на самом деле. Развода не будет, если каждый, и муж, и жена в процессе брака будут отслеживать противоречия накопленные и снимать. Вы говорите, Оба. я защищаю Оба. Мужское же мышление. Вот от имени зачем? мужчин я могу Зачем? сказать, Ну. что не существует такого мужчины, Так. который бы бросил жену, допустим, с 5-6 детьми. Да, которые Ох с ты, ним- Ой, боже да, мой. Ну, конечно. рассказывай. Ой, если и существуют такие мужчины, то это редчайшее исключение из Ой, общества. ой. То-то у А нас как когда раз с детьми не Цыганов, остаются женщины. последний Да, да. пример. По 5-6 детей. 7. Да, Да, в еще том числе, 10 да. возьми, 15. Есть да? вообще- Да, да. ну прекрати, а что, трое-то легко. А потом Не, я вам существуют говорю, мужчины, что не которые существует. Я родили... отвечаю за мужчин. Ну как, вот актер Мужчина- Цыганов только что ушел от Кто? Актер Евгений Цыганов только что ушел от жены. На тот момент она была беременна Ну, мы же- 7-м мы же- ребенком, а его новая девушка была беременна его 8-м, а своим первым. Мы же о мужчинах, Я- да. Вы мне Вот мы назовите про там мужчинах. крестьянин или токарь, Он который бросил- ушел от жены в 5-6 детей. А вы актеры Цыганова. Да, надо. Это не мало. что он Не, что? знаете, у вас какая-то... Не вот человек, это, Он значит, актер, не почему? мужчина. Он, Ну он что, человек, ну, но он актер. А у нас все разные люди. У нас все Девочки, разные люди. девочки. Да. Ну что, мы поблагодарим, да, Виктора Николаевича Да, за его позицию. за мужество практически. Что он пришел на эту позицию, а телеканал «Дождь» за такой А креативный... смотрит все равно с влюбленными За глазами. креативный ход. да. креативным Я еще не таким видел ни гостем. одной женщины, да, которая бы согласилась с тем, что ее бывший муж ее до сих пор не любит. Это, так сказать, аксиома. Я сказала про тебя. Я ж ты не мой бывший. Не, я просто Меня бывший говорю, муж да, совершенно поэтому не любит. это Меня нормально, да? Абсолютно. Это нормально. Я И разводилась это, тогда, кстати, когда меня переставали любить. И это, кстати, могу сказать, приятно, да, когда бывшая жена про тебя говорит, а он, вы знаете, меня говорит, до сих пор не любит. Но мы так Вот не когда со говорим. стороны это слушаешь, думаешь, что А мы так не понятно, говорим. что неправда, но все равно очень приятно. И такой приятной ноты для меня, да, то есть подстава до такой степени, все хорошо закончилось. Хорошо. Меня любит бывший муж, по крайней мере, мы с ним в прекрасных отношениях. Ну, давайте мы вот слово «развод», да, потому что слово «развод», Ирина, вы же прекрасно знаете, оно имеет двойной смысл. И, в принципе, к сожалению, да, вот развод получается не разводом, а разводом, понимаете? Я Поэтому бандитским давайте мы вот смыслом заменим его реагирую. на какое-то другое слово. Ну, Виктор, вы просто не Более забывайте, что не хорошее. все мужья богатые. Да. Не все мужья богатые. Некоторые разводятся без развода в том смысле, в который имеете в виду. Хорошо, все, спасибо вам большое, Спасибо. что мужественно Спасибо. пришли. Спасибо. Да. Семейные практически разборки. Вам спасибо. Спасибо, спасибо, До свидания. что решились прийти. Да, еще раз вам всем Да, с замуж выйти. 4 женщинами. Да. Держимся в руках. Ну что же, после... Я выдохнула, я выдохнула. Так, что я говорю вообще? Что я должна сказать? Как бы мы на это ни смотрели, все-таки развод – это разновидность самоубийства. Самоубийство семьи. Почему самоубийство? Потому что сами муж и жена ее убивают. А самоубийство, вы сами прекрасно понимаете, это тяжкий грех и сам по себе, и в религиозном смысле, и где угодно. Да? Там, в православии самоубийц даже на кладбище церковном не хоронят. Поэтому давайте мы все-таки относиться к этому не с такой легкостью, как, к сожалению, мы к нему относимся, а все-таки относиться к нему очень серьезно. И уж если решаться на него, то на это должны быть очень серьезные основания. Ну что, мы должны обсудить нашего мужчину, Да, тебе- моего бывшего. тебе повезло, Ян, и вообще, конечно, моя нашим первая героям. реакция. С одной стороны, я теперь тебя понимаю, но с другой стороны, я тебя не понимаю. А
Потому что я формулировать. сказала, что вот когда я выхожу, может быть, потому что это твой был первый брак, да? Потому что мой первый брак тоже был более смешной. Но когда я выхожу замуж, я смотрю все время дальше 5 лет. Дальше 5 лет. Это у тебя получалось прям с молоду, прям с юности? Нет, Знаешь, я кстати, очень сказала. хорошо понимаю. Я тоже, кстати, Но смотрю я дальше же не клипы, я вышла никогда дальше них не 18 вижу, лет, да. единственное, что... 27. Я считаю, 25-27 девушка взрослеет быстрее. Нужно смотреть все-таки на темперамент мужчины, на его ценности, да. Слушай, ну как можно о чем так думать? Ну, Юля я бы не Барановская, вышла замуж. Юля Барановская, 3 детей, в зубах таскал, все. Ну, а я бы 3 замуж года не человек вышла. ни разу не видел своих детей. Ни разу. Как ты можешь? Вообще, человек поменялся? Нет, это я Зачем? права, бы это за это невозможно. не невозможно. Знаете, Ирка, Юля, это мы все-таки не невозможно. обсуждаем конкретно Яну, а мы Да. обсуждаем ситуацию, да, не ее личной жизни, а вообще каждым развод можно, да, и так случиться. далее. Нет, да? мы обсуждаем сейчас еще Да, но наши не обязательно в впечатления. качестве Вот можно, конкретно Арина? Яниного бывшего Я просто мужа. хочу сказать, что самое странное, зная, что вы уже, в общем, более-менее приличных отношениях, а помню, мы, что называется, за кулисами говорили с Яной еще там недели 2 назад, когда общались, что я удивилась, что они уже вы уже в нормальных отношениях. И я подумала, что действительно человек имел 4 года тяжелых в своей жизни. За это время он действительно как-то переосмыслил все. Но у меня ощущение, что ничего он не переосмыслил. Да нет, ну представляешь, Ну, не переосмысливай. Ну, человек, когда публично выступает, он же держит здесь как-то щит. более открываться, потому что, Конечно. я еще раз говорю, во-первых, женщина, он говорит, вот Яна молодец, позвонила, пошла на уступку. Но, в принципе, я считаю, что всегда должен мужчина первый делать такой Ну, шаг. должен, Знаете, ну, вот у так меня такое случилось, мнение, да. например, о Викторе считаю, и о что мужчинах, женщина, его да? типа, его, как Она бы, не знаю, более может, поколение, мудрая, его не какой-то ждет философия, мужчины. что люди, ну и женщины тоже, точно так же себя ведут. Люди, вступая в отношения и далее, если они женятся, они скорее видят не реальную ситуацию, а какие-то собственные иллюзии. Вот мне кажется, что Виктор в отношениях с Яной видел какие-то свои иллюзии. Он по-своему представлял себе их отношения, потенциальное развитие, как ты говоришь. Ну, так же, Надо как и забрать, Яна. думать, хорошо, сейчас Так не же, как хорошо. и Яна. Сейчас не отлично. Что будет через 5, через 10, там, 20 лет, да? У них была совершенно разная картина. Но Да. есть всегда, это, кстати, важный момент, как и брачный контракт, да, что ты даже если ты ослеплен желаниями, влюбленностью и ты крайне романтичен, ты все равно имеешь план Б, С и Д. Для современной жизни, где развод абсолютно обычное явление, это нормально. Ты закладываешь эту возможность, и она не шокирует тебя так, что ты сжигаешь все, жену бывшую, детей, там все, что только можешь. Да? Люди всегда, вот, и в особенности как Виктор, да, и женщины тоже такого же рода, они отрицают это возможность. Ты им скажи, давайте контракт, а давайте, а вот что? А вот если ты разведешься? Они говорят, нет, что ты, нет, нет. И это ломает Да, у потом... моих друзей понимаешь, да? вот недавно все то же самое. Молодые, по 30, там, 8-40 лет, все то же самое. Муж ни в какую. Из этого я вообще сделала вывод. Он огорчительный для вас, девочки, совершенно не феминистский. Я считаю, что в среднем, за исключением отдельных случаев, культура брака и культура развода зависит от женщин. А я среднем. соглашусь. Я Соглашусь. соглашусь. Да, я соглашусь. Я считаю, что Мужчина культура развода немножко зависит от эмоциональный адвокатов и ребенок, законодательства. эгоист такой. он Но сам. мне кажется, что есть Но тут бывают большая исключения из Хотя бы правил. потому, что мы более эмоциональные. Да. Мы более эмоциональные, мы более иллюзорные, Да. у нас больше фантазий и претензий, и здесь, конечно, и часто клинит по настроению. Потому что мы потом не можем остановиться, истерим и так далее. Но у нас Это больше тоже есть. мудрости, Да, чтобы это, да, наверное, все это финальное убрать. наше, Да, куда? финальное наше завершение, да, о том, что женщина должна быть более мудрой. И, на мой взгляд, я говорю спасибо, во-первых, самой себе, что я все-таки настроилась, никого не слушая, сделала первый шаг. И абсолютно согласна с тобой, Света, что можно было по-разному 4 года детям говорить про папу. Конечно, для меня, если вот он говорит, я бы сделала все то же самое, я реально очень много бы поменяла, прокрутив пленку назад. Может быть, надо было больше делать этих мудрых шагов. Может быть, нужно Спокойнее реагировать. Он спокойнее реагировать. это говорит, потому что он говорит публично. У меня один нормальный мужик в традиционном обществе. У нас общество очень традиционно. Публично. Не признать свою слабость. Мне было сегодня приятно его все равно видеть. Если бы мне об этом сказали там 3-4 года назад, я бы в это не Это был поверила. бы кошмар. Ну что, Да. итак, девочки, заключительный блиц-опрос. Рецепт от каждой, как нужно культурно развестись, как можно.
Ну, мне кажется, что это как вот пьешь водку вечером, запасайся аспирином. Ты влюбился, ты хочешь отношений, но на всякий случай просто где-то вот в тайном ящике имей в качестве безопасности какой-то вариант того, что вы разведетесь по твоей вине, вы разведетесь по инициативе, разведетесь по инициативе второй половины, и вы должны быть подстрахованы и морально, и, соответственно, как-то там брачным договором. Да, никогда не надо, влюбляясь, отрицать возможность расставания в любом его виде. Ну, это, наверное, для того, так скажем, в этом смысле нельзя выходить замуж очень молодыми, потому что там все равно будет обольщение, и все равно не будешь просчитывать следующие ходы. Но я хочу сказать о другом. Мне вот как раз показалось, что я согласна здесь с Ириной мыслью, что никогда нельзя кидаться в развод на эмоции. Вот как-то нужно исхитриться перетерпеть. Перетерпеть эту главную эмоцию. Изменил ли, что-то не то сделал, как-то не так, разлюбили, но перетерпеть первую эмоцию. Остаться человеком. Дело даже не в этом, Ян. Перетерпеть первую эмоцию, чтобы этот самый развод был уже на холодную голову. Чтобы уже спокойно и без эмоций. Вот тогда можно еще как-то культурно Хорошо, но разойтись, иначе если нет. тебя до сих пор человек любит, как ему можно сказать? Разлюби. Согласна, знаешь, уязвимая я позиция. как- это Говорю в первую другое. очередь про женщину, когда вот мы принимаем это решение, да, например, когда муж изменил. Часто же, очень частая история. И вот именно здесь вот как-то перетерпеть первую эмоцию. Я то же самое могу мужчине сказать. Перетерпи первую эмоцию, и только после этого говори о том, как будет проходить развод. Но в определенной степени я согласна с Виктором Батуриным. Он сказал более жестко, я более мягко. Но вообще развод не может быть идеальным, потому что это, если есть дети, это всегда трагедия. И мой рецепт только один. Это, прежде всего, конечно, я обращаюсь к мужчинам, потому что женщины как-то это немножко лучше получается, но и к женщинам тоже. Когда вы решили уже железно развестись, как Света правильно сказала, на холодную голову, сделайте все, чтобы понять состояние вашего партнера. Муж должен сделать все, чтобы понять мотивы, состояние душевное своей супруги, от которой хочет уйти, учитывая ее возраст, детей и материнское счастье. Женщин попытаться понять эту чужую планету даже при изменах, да, и его состояние, что вы не доделали для того, чтобы он вас видел, да, лучшую женщину. Понять и простить. И только после этого, пройдя эту огромную внутреннюю работу, начинать работать над разводом. А мне кажется, что самое главное для меня лично, я поняла это спустя очень много лет, к сожалению, что все равно нужно в любом случае расставаться с друзьями. Вот максимально сохранить вот эту дружескую атмосферу. Конечно. Потому что это важно и для родителей твоих, и для детей, чтобы все равно люди могли общаться, да, чтобы они ненавидели друг друга, что, как ты правильно сказал, сесть за один стол и пить втроем водку, да. Вот, поэтому, завершая нашу программу, хочется попросить всех женщин быть мудрее, а мужчин благороднее. С вами была вечерняя Хиллари. До новых встреч.